Так, ну вот, значит, у нас и утречка. Доброе, кстати. Рабочие боты вроде не надо. Ну и чё, какие у меня планы? Планы у меня предельно простые. Это залутать красностав и двинуть, скорее всего, в Черную Поляну. Так как хочу я держать путь в Североград, но напрямки бежать как-то мне боязно на самом деле. Поэтому двину я в Черную Поляну через Новодмитровск. Через вот это вот все. Ну, заодно, может, что и подлутаю полезненькое. Было бы неплохо, на самом деле. Добавился, кстати говоря, у нас новый вид зомби вроде как. Это какие-то там... Что это? Полицайчика, надо навестить. Да, какие-то там зомбаки такие полусгнившие, которые находятся на кладбищах. Скорее всего, это ожившие мертвецы, которые были там. Что-то слышал? Казалось, что ли? Которые были когда-то захоронены, но на них вот так вот повлиял Z-вирус. Довольно интересное решение, как мне кажется. Так, там петух, хорошо. Ну и добавит интереса. Хотелось бы это все глянуть дело. Но пока торопиться с этим не буду. Потому что по оружию у меня все так же довольно грустно. Ну и я надеюсь, что в этих городах я разживусь уж на что-нибудь. Паштетец. Это хорошо. Тут с едой у меня некоторые сложности, но я думаю, это я решу все дело. Все-таки куры спавнятся потихонечку. Ну, этого, конечно, недостаточно, но держать как-то голод на уровне позволяет. Ну, а так выходить в рыбалку, там, охоту. И будет все у нас отлично. Не помешало бы найти пилу. Но, опять-таки, я надеюсь, что с этим мне повезет именно вот в этих вот городочках. Будем искать. О, компас. Компас надо. Компас — это хорошо. Церковь. Возможно, и туда схожу. Мадам с рюкзаком. Но сначала хотелось бы в полицайку наведаться. Хотя у меня уже усталость на таком уровне, что это довольно-таки опасно. Надо вообще озаботиться костром. Как раз вот тут всякие вот эти вот курочки и тому подобное расчекрыжить. Даже буду, наверное, нормальным ножом это делать. Чтоб побольше мяса достать. Блин, какое тут сладенькое место. И домик хороший, и ментовка. Прям красота. Это у нас в ментовке кто-то квакает. А, понял. Извиняюсь. Простите. Дверь закрыта. Да, походу в ментовку-то нам не зайти. Конечно, есть вариант. Но, наверное, для него надо сначала отоспаться. Вот так вот просто заходить туда я как-то не рискну. Опачки, вот это поворотик. Ляжечка, у меня как раз ремень. Так, стоп.
Ремень имеется. Оп. Красавец. Хотя я бы от патронов не отказался. Вон там свинюшка гуляет. Блин, свинюшку хочется. А как мне ее добывать? Топором лупить? Ну, тоже себе такое занятие. Хоть бы один патрон был. Ну, так-то он есть, конечно. Но, блин, скорпион очень ломать не хочу. В идеале починить. А так, может, еще жизнь спасет. Как знать. Так, наверное, дверочку я открою, чтобы вот эта мадам у нас вышла воздухом подышать. А сам пока пойду делать костерчики. Ну и отосплюсь маленько. И поесть приготовлю как раз. Только положительные моменты. Так. Ну, выспался я до 60%. Больше пока не буду спать. Вроде наша мадама ушла. И можно проверить тут ментовочку. Да и вообще не хочу задерживаться тут. По той причине, что снаряды никто не отменял. А они могут грохнуться прям-таки на меня. Ну и волки, волки. Волки могут прибежать в любой момент. Рестарт был не так уж и давно. Так что все это зверье обновилось. Скорее всего. Шапочка. Очень полезно. Вон, походу, и новые зомбаки. Подходить ближе я пока не рискну. Уж больно какие-то они стремноватые. И не знаю, как они убиваются. Зашел тут в церквушечку. Посмотреть, понаблюдать. Но ничего нет. Вон они гуляют. А, ну да, тут кладбище. Опа. А где это бахнуло? Позвольте спросить. Мне такой расклад не нравится. Ага, стамины уже не хватает, чтобы через такое перепрыгивать. Понятно, буду знать. Как бы сюда не прилетело. Не, где-то там, вроде в стороне. Уже радует. Чё? Квасочек. Квасочек мы возьмем. Опять начался дождь. И на самом деле меня это радует. По двум причинам, опять же. Потому что зомби меня не слышат. Ну как, слышат, конечно. Но слышат намного хуже. А вторая причина... это то, что собаки слышат хуже тоже. Ну и вот эти вот волки там. И меньше вероятности, что они прибегут во время дождя. Ого. Вот это подарок. Это хорошечно. Так. Что мне не так нужно? Пустая банка мне не так нужно, потому что у меня будет еще одна. Но пока выкидывать ее не буду. Может быть, фильтр сделаю? Это ведь теоретически уже 2 фильтра у меня. Только угля нет. Туда еще схожу. Что-то тут опять как-то неприятно бахает. Так, это уже выход. Это выход из Красностава, а больничка у нас... вот она. Помню, что больничка
в газ уже не попадает. Но у меня вот эти вот граждане, которые шею себе сейчас свернут, мешают, мешают. Ни хрена еще не слышат. Ёп! Что делать? Говно. Газ идет прям сюда. Блин, прям ведь на меня упало. Мне перевязываться надо. Ладно, добегу до укрытия какого-нибудь. А перевязываться-то мне, оказывается, нечем. У меня же ничего дезинфицирующего нету. Ни здесь нету, тут еще консерва загадочная. Зачем я банку таскаю, непонятно. Выкину, наверное. Ну и все, как бы. Завязывать мне нечем рану. Вот эту положу сюда, второй антидот. Да, беда, о, в пустой банке кости лежат. Как вы туда залезли? Да, бывает. А вот, кстати, порез сам затянулся довольно-таки быстро. И, кстати, крови практически не потерял, что несказанно радует. Да, конечно, было весело. Прям над головой у меня рвануло. Хорошо, хоть я еще на краю был. И зомбарей не так много. Зато всю, что курочку я поел, как бы... На мои бега и ушла. У меня еще баночка паштета была. Или, может, консервочку заточить. Да, давай паштета. Нормально. Так, ну и что получается? Если я хочу залутать больничку, значит, мне надо ждать где-то полчаса. Через полчаса газ рассеется. И я туда спокойненько зайду. Либо я могу обойти газ стороной. Вроде как больничка не попадает под газ. И с той стороны я смогу зайти. Тоже, в принципе, вариант неплохой. Только надо посматривать по сторонам, чтоб тут не набежало всякого. Блин, больницу газом накрыло. Ну ё-моё. Как быть, что делать? А походу и этот дом тоже в газу. Хотя... Да не может быть. Зомбак ходит. Живехонький. А должен был сдохнуть от газа-то. Значит, и мне там безопасно должно быть. Так. Смотри-ка, вроде больничка-то без газа. Ну вот здесь как будто бы он есть. А в то же время как будто бы и нету. То есть вот облачка вот эти вот начинаются. Но действия пока никакого не идет. Может исследовать этот момент. Вот-вот, газовые вот эти вот облака, они уже как будто меня касаются. А ничего не происходит. Так, потихоньку, полегоньку. До ларька добрался, норм.
А, все. Все, понял, осознал. Прям больничку цепляет. Блин, хреново дело. Ну, в принципе, есть вариант поспать. Как вам такое? Так, так, кустики. Заломаем. Ну и поспим тут маленько. Подождем. Так, вроде бы газ постепенно начинает уходить. Прошло, к слову, 25 минут. Ну, хотя, возможно, чуть больше. Я не ровно засекал. Ну да, газ исчез. Самое приятное, что вот эти мрази тоже сдохли. Обыщем. Медиков, я думаю, есть смысл обыскивать. Чё это? Чё, погодь, погодь. Пенициллин. Ну, жаловаться не буду. Правда, у меня шприцов, по-моему, нет. Ну, хоть что-то. Аналог тетрика, как-никак. И к тому же сильно действующий. Так, рубашечка пустая, масочка не надо. Чё это? О, уголь. Уголь надо. Угля надо много. А много нету. Так, так. Кстати, не весь еще газ ушел. Или это еще и туда бомбануло? Ну, походу, тот снаряд как раз туда упал. Надо ж такое. Практически в одно время весь красностав накрыло. С какой-то стороны я даже рад, что оттуда ушел. Окажись я где-то посередке. Дальномер не надо. Да, меня бы там жахнуло неплохо. Ну чё, походу красностав все. Залутали мы здесь. Ну, я думаю, большую часть домов. В принципе, на перекус хватило, и то ладно. И пора двигать к Черной Поляне. Надеюсь, переход мой будет без приключений. Хотелось бы. Чё это? 7,62 на 54. Блин, не тот патрон. Но тоже жаловаться грех. Патрон есть патрон. Так, ну и все, мне в ту сторону. Пойду по дорожке. Путь мой не близкий. Так что придется пошлепать немало. Олени бегут. Прикольно, прикольно. Далеко, кстати, меня заметили. Да, для охоты понадобится как минимум оптика. Буду знать. Ага. А вот еще один олень пасется. Ёп. Во дела, чуть не пришел. А чё вас тут? Кормят, что ли? Ну, походу, да. Я чуть обедом не стал. Да ёб твою медь. Блин, зараза, 2 раза попала. Хух. Вроде ничего. Тишина ведь? Вроде да. Ё-моё, шо ж вас тут так много-то? Уже 3 ведь обошел. Ну где я куртку скинул? А, вот она. Хорошо. В ней мыша все-таки. Так.
Дорога. Моя ли это дорога? А я уже не знаю. Я тут таких кругов навертел. Так, ну если мне не изменяет память, вот уже скоро должна быть красная тропа. Прям вот так вот она поперек. И если я на нее выйду... О, сарай. Дом? Давай зайдем. Может, я около дороги как раз? Неужто вышел? Вроде там был такой дом по пути. Да. Не ошибся таки с направлением. Повезло. Так. Что там вижу? Вижу трактир, по-моему. Трактир, я думаю, стоит зайти. Все-таки как-никак охотничий лут, все такое. Может, хоть штаны нормальные найду. Да, из полезного в трактире нашел я только петушка. Так что решил маленько перекусить. И, наконец-таки, попасть в эту черную поляну. Путь мой был долгий. И я надеюсь, меня за это вознаградят. Ну что же, можете меня поздравить. Добрался таки. Вот уже дома поляны. Черной поляны. И да. Начнем, пожалуй, с самого начала. Начнем сначала, ну да. А то как-то Лутецкого пропускать не хочется. Очень важны мне патроны. Ну и там, возможно, кувалда. Найду кувалду, смогу качать навык рыбалочки. Что тоже немаловажно. Ну и пила. Пилу я бы взял. Химсвет, ну пригодится. Ночью бывает ползаю. Магазин. На ЦР в этом доме. Что-то у меня такое чувство, что тут уже лутаются. И причем так нормальненько. Хотя почему тогда коз не убили? Столько вопросов, так мало ответов. Да. Ну, во всяком случае, Черная Поляна — это не такой уж север. В принципе, добежать с берега при удачном спавне можно довольно быстро. Так что будем надеяться, что это все-таки не произошло. И здесь я уж найду то, что ищу. А потом в Новодмитровск. Нашел авиаторы. На самом деле довольно приятно в них ощущается. Ну и скорее всего погоняю я в них. По крайней мере, они должны защищать от вот этих вот... Ага. Солнечных лучей, которые светят прям в глаза. А это весьма полезно. Иногда из-за них можно пролететь. Да, что-то тут прям пусто. Вообще пусто. Штаны рабочего. Низкая. Не пойдет. По-моему, я в этих трениках со старта гоняю. Или менял. Ну, хотя от этого ничего мне не прибавилось. Да, сдается мне, залутали тут все. И даже не знаю, как быть. Хотя вот некоторые дома есть закрытые, но вот там я уже вижу. Тут чё ты где? Вижу, что дверь открыта. И зомбей как-то мало. Подозрительно все это. О, кастрюлина еще одна. Вот когда надо, их нет. Когда не надо, просто на, держи. Вот тебе еще, вот еще.
Так, ну что, остановился на перекус. Думаю, в Черной Поляне задерживаться не буду. Буду двигаться примерно севернее. Севернее. Там как раз по пути должна быть пожарка. В нее, я думаю, стоит заглянуть. Ну и что, отправляться в Новодмитровск? Там-то, я думаю, будет поинтереснее. К тому же, через Новодмитровск смогу преодолеть довольно-таки неплохой отрезок пути до Северограда. Так, сейчас момент. Тут балаклавка валяется, но у меня есть. Так, компас. Так, мне примерно вот туда. Вот туда и направлюсь. Молодец какая, а? Обыскивать, наверное... Ой, не то. Не буду уж. Что-то как-то не падает с них ничего. Неинтересные. Так, потом трактира надо будет навестить. Вроде тихо. Куртка не надо. Мне б штанишки. Еще куртка, штаны. Поврежденные, блин. Так, 2 килограмма высокая, около 3, но они у меня забитые. Забитые, но надо брать. Так, одевай-ка ты их. Вот так вот. Ну и все. О! Оксиген. Как будто меня ждал. Так, а весит он 3 кг. Блин. Надо перекладываться. А так уж мне оно надо, блин. Тут всего ничего на самом-то деле. У меня водонепроницаемый. Но это, правда, не тронутый. Повесить на него оружие, походу, нельзя. Что тут фляжка, фонарь. Противогаз. Гермомешка у меня нету. И всего 40 слотов. Кастрюлька. Кастрюлька тоже не вешается. Это обидненько на самом деле. Ни та, ни другая. Ну, походу, мой-то поинтереснее будет. Был бы, конечно, гермомешок. Взял бы. А так, что-то оно того не стоит. Тогда надо сарайчики близ пожарки осмотреть. Топор-то мне не помешал бы на самом-то деле. Трубный ключ. Колонки можно им чинить. До хрена весит. 4 килограмма. Блин. Нет. Не-не-не. Не надо мне такого. Чё-то как-то этот край пустой. И двери кое-где пооткрыты. Наверное, залутаны. Так, это не мусор? Ну, естественно, не мусор. Еда мне надо. И, кстати, насчет еды. У меня уже курица довольно долго, на самом деле. Лежит вот эта невареная. И она может скоро откиснуть. Надо бы мне, наверное, бежать за тем петушком, чтобы зря не переводить там дрова. Все прочее. Форка еще одна. Нет. Нет, не надо. Мне и одной много. Хватит быть хомяком. Уже несколько раз из-за этого помер. Будем брать только необходимое. Так, ну вот, пора уже бежать за петухом. Ломать там веточки, палочки. Палочки, веточки. Может, даже заранее. Что у меня по перчаткам? Повреждено. Давай. Так, срежем. И выспаться хорошенько.
Вот там уже виднеется промка Новодмитровска. Вообще рядышком. Так что, думаю, тут в отдалении перекусим, потому что на дальнюю часть Черной Поляны газ не доходит. Ну и все. Двинем в Новодмитровск. Еще вроде сделали такой интересный момент, что при разрывании руками теперь выпадают кости. Но это маленько облегчит выживание с нуля. Потому что можно будет... Ну, кстати, сейчас попробуем. Потому что можно будет сделать ножичек. Сразу же причем. Но вот сколько, чего, как. Ну, кстати, вот 3 нетронутые даже. Серьезно. Но, по-моему, мясо количество уменьшили. Так, а где у меня? Где у меня все? Опа. Рис. Ля, как подфартило. Вроде ж рисовую кашу можно сварганить. Так, у меня 2 банки пустых. Но я хотел фильтра сделать. А это я хотел ножичек сделать. Короче, давай что-нибудь придумывать. Да, я столкнулся с некоторой проблемой. Хотел сварить кашу в духовине именно. А оказалось, что воды-то у меня мало. У меня ж только кастрюлька была. Вот бутылка. И фляга. Да, я думал считерить. Сделать здоровенную кастрюлю каши. Ну, ладно, я думаю, возвращаться уже не хочу вообще. Типа и так будет больше, чем в обычной кастрюльке. Даже вон почти целая получилась. Как бы только с водой у меня теперь голяк. Да еще и неизвестно, получится ли. Так, вот это я как-то не хочу вообще выкидывать. То мало ли что. Мало ли там пропадет. Так, это мне не надо, это сюда. Попробую я сделать кашу. Ну, а это зажарю, получается. Правда, не уверен я, что... У меня же там не 100% пачка каши, 90%. Может и не получиться. Может быть. Но посмотрим. Получится так хорошо. Нет так нет. Так. Что там у нас? Рисовая каша, да, получилась. Это шикарно. Конечно, жалко, что неполная была кастрюлька. Так бы прям вообще от души было. Ну, что поделать. Зомбачье меня тут палит. Сосал рисовой каши. Аж четверть. Ну и вроде неплохо она так поднимает. По крайней мере, питательно. Так, вон досочки лежат. Это все, конечно, хорошо. Найти бы здесь пилу было бы вообще шикарно. Вообще все пусто. Да как так-то? Тут что, проходил кто-то или у кого-то база, может, здесь? И он подлутывает периодически. Место-то интересное. Тут много всего можно найти, по идее. Ну да, правдоподобный вариант. Кстати, тут... Тут что? Тут недалеко водичка имеется. А у меня есть костяной ножичек. Почему бы не заняться рыбалочкой? Хотя бы на процентик подкачать. Уже было бы поинтересней. Наверное, да, стоит. Но я пройду, пожалуй, до конца вот этого. Вот этого всего. Потому что там еще одна КППшка должна быть. Но на окраине уже где-нибудь присяду.
Свеча. Нет, спасибо. Машинами я в принципе не занимаюсь. Никогда и нигде. Считаю все-таки, что машины это довольно-таки имбалансная вещь. Там очень-очень нужно это дело поправлять. Ну, это на мой сугубо личный взгляд. Еще одна свеча. Вот просто я вот так отношусь к машинам в Дейзи. Не очень они мне нравятся. Либо делать так, чтобы 10 раз надо было подумать, а стоит ли вообще садиться за руль. Настолько, чтобы это было невыгодно. Либо вообще убирать, не знаю, тачки. По крайней мере, с ПВЕ проектов. Я, естественно, это так от себятина, можно сказать, потому что никто этого делать не будет, я понимаю. Многим нравится покататься там по просторам Черноруссии. И в этом ничего зазорного на самом деле я не вижу. Просто вот так отношусь к машинам. Поэтому сам передвигаюсь исключительно пешком. Всегда и на всех серверах. ПВП, конечно, вопрос абсолютно другой. ПВП тачки, да, это надо. А на ПВЕ я считаю, что, ну, слишком просто с ними. А вот и КППшка, которую я так давно искал. Недавно, на самом деле. К ней двигался. Ну, вроде никто не заходил, хотя... Мало ли. Хотя и вещей нету. А вот, что-то валяется. Бинт. О, бинт, надо, бинт. Ну, шо ты кричишь? Бинт мне надо. У меня перевязываться нечем. Ну, полезно. Сейчас с этими только разберусь. Марлинщик. Интересно, у тебя что, водится там? Вот его, пожалуй, я обыщу. А вот эту гражданку не буду. О, батареечка. Я же говорю не зря. Поврежденная у меня. У меня тоже поврежденный. Ну, тогда оставь кому-нибудь. О! Угля выпало. Аж сразу целый стак. В принципе, могу фильтр сделать. А, отвертки-то у меня нету. Блин. Печальненько. Ну ладно, пока вот так. Что это? Скальпель. А скальпелем варик что-то делать вообще? Это типа нож? Не нож? Ну, пусть поваляется, вдруг он резать умеет. Ну, вот он, собственно, ручеек. Озерцо то самое. Вроде тут местечко тихое, спокойное. Собаки ко мне не должны подобраться. Так, у меня в этой, нет, не в этой. У меня в другой. Короче, займусь пока. Занялся, блин. Слышу собак уже. Не надо мне такое. А чё прибежали? Медом, что ли, намазано? Блин, даже ничего не успел сделать, ни крючка. Хотя, на самом деле, вот и будет время заняться. Да, скальпелем можно самодельный крючок сделать. Ну, хорошо, вот его и буду убивать.